вечер. Я Меган Вулф. И Джереми Дональдсон. Главные темы дня. Папуля! Привет, Алекс. Посмотрел график на вечер, там ничего особенного. Ты совсем справишься. К тому же идея прогресса с дочками и работой должна слегка оживить эфир. Ты молодец. Пополнение большую и дружную семью. Музыкальный топ-чарт в 21:15. Узнайте, какие песни стали самыми популярными. Заводная музыка и неприлично откровенные клипы прилагаются. Не пропустите. Дневник Джулии в 22:00. Наш любимый премьер-министр читает избранные страницы своего дневника перед камином. В 22:30 мы покажем заключительный эпизод сериала «Дорога к лучшему», в котором добрые и храбрые доктора и техники помогают Джулии Дональдсворт избавиться от дурных привычек. А это и Дженни, стать частью администратор. нового Привет, будущего. Стейси. Сериал содержит А это нецензурную Колин. лексику и проявление Он... эгоизма. Знаешь, что Уберите детей от просто не экрана. говори с В Колином. 23:15 А ты участвуешь в дне «Приведи дочь на работу», Колин? Не, мы в это не верим. Давайте садись рядом с мамой. Не верите во что? В дни. Почему все так хорошо прошло? Затем нас ждут прогноз Молодчинка. погоды, повестка. и Внимание, немного 10 текста. секунд. Что Теперь вообще? 16 Понедельник разных это этапов. миф. Это многое Какое объясняет. чудесное время мы живем. Начинаем. Но 5, сначала давайте 4, серьезно обдумаем события 3. прошедшего дня. Меган и ее команда.
Добрый вечер и добро пожаловать на вечерние новости. Я Меган Вулф. А это кто, скорее всего, вопрошаете вы. Что ж, сегодня день «Приведи свою дочь на работу» на нашем первом канале, поэтому этим вечером со мной моя воспитанница Стейси. Скажи привет, Стейси. А иди-ка... Ладно. Впереди истории, которые важны для вас. Первым делом, когда прогресс подтвердил, что радиоактивные осадки от 20-недельной войны являются причиной падения рождаемости на территориях, мы спросили вас, что помогает вам жить дальше. Например, я сама всерьез расстроилась, когда об этом узнала, но чтение всех ваших сообщений действительно помогло мне вновь начать улыбаться. Вот, пишет Соня из Ларкфордшира. У меня освободилось много времени, поэтому я нашла новое хобби. С тех пор, как я начала вязать, я почти не вспоминаю, что 85% населения теперь стерильно. Мой рекорд вот этот шарф, он уже длиной 124 метра. Спасибо за это. Если вы открыли себя новое хобби, напишите и расскажите нам о нем. А теперь, вы знаете, как мы любим ваши поразительные наблюдения с снов. И не знаю, как вам, а по-моему, вот это просто пальчики оближешь. Не уверена, что меня больше впечатляет, Стейси. То, что подмечают наши зрители, или то, что наши пищеблоки невероятным образом теперь кормят всех участников команды ежедневно. Грег из Продингтона прислал нам это чудесное фото своего завтрака с подписью: «Я не решился съесть свой тост этим утром, потому что увидел на нем очень правдоподобное изображение лица великой Джулии Солсбери. Поэтому мне пришлось обойтись тарелкой масла и 2 ложками джема». Продолжайте в том же духе. Давай, ты попробуй. Нашего времени как раз хватит на еще одно сообщение от вас, и это будет вдохновляющая история реабилитации. Вот так просто. Сначала скажи от кого, а потом зачитаю его, ладно? Это от Шерри из Тэндона. Всего полгода назад я вышла из улучшатора. Я здорова, больше не пью и нашла работу. Благодаря тем местам, предоставившим мне доступ изнутри, мне больше никогда не придется воровать машины и сжигать комиссионки. Просто хотела поделиться. Всегда так приятно послушать, как наши соседи и члены команды становятся лучше и лучше. Поэтому мы ждем ваших историй здесь. Стейси, возьми слово. Нет, все норм, спасибо. Давай, попробуй. Мы ждем ваших историй здесь, на наших ВН. Так, у нас тут небольшие изменения. В следующем блоке тебе нужно будет включить звуковые эффекты. Прогресс уже расписал, когда и что. Просто следуй указаниям, это несложно. Сегодня в выпуске ВН церемония награждения победителей еженедельной командной лотереи прямо из столичного театра Шекспира. Ведущая Джулия Солсбери. Тебе, думаю, она тоже не по душе, Стейси? Ну лучше уж она, чем вас. Что ж, неожиданное одобрение от Стейси. Отлично, переключаемся сейчас. Вечер, друзья, и добро пожаловать на командное награждение. Среди моих обязанностей командного лидера это, пожалуй, самое приятное. Как я уже неоднократно повторяла, неравенство навсегда осталось позади благодаря уничтожению перебоя. Это новое будущее. И я скажу снова, теперь оно лучше. С радостью представляю вам одного из самых старых людей на первой территории. Он родился более 107 лет назад. Пожалуйста, командно поприветствуйте Альфи Теджбеджера. Итак, Альфи, вы столько всего повидали в жизни. Что больше всего вам запомнилось? Альфи? Альфи? Все хорошо? Все хорошо? У него слуховой аппарат выключен.
Ну, может, включите? Говорит, батарейка садится. Что ж, так скажите, что мы купим ему новую сразу после церемонии. Да, он говорит, можно. Да, он говорит, можно. А я помогу включить, ага. Будьте любезны. Извините, людей не хватает. Все, у нас готово. Итак, Альфи, Что? вам уже 107 лет. Ой, а можно без напоминаний? Расскажите нашим зрителям, каково это. О, а где они все? Да вон, в темноте. Тут проблема не только в ушах. А ты кто? Мне с сахаром, пожалуйста. О, и я Джулия Солсбери, премьер-министр. Хорошая сказочка. А на самом деле... Нет, я правда премьер-министр. Ого, но ты же... Ну это... Женщина? Да, женщина, одна из В них. наше время мы можем не меньше, чем вы, Альфи. А вот пописать стоя можете? Если честно, я даже и не пыталась. Так я и думал. 2 сахара, пожалуйста, и немного молока. Вернемся к наградам, Альфи. Ну, о жизни моей узнать не хочешь? Я не уверена, что у нас осталось на это время, Когда так мне что... было 9, я попросил зверушку у мамки с папкой. Телека-то у нас тогда не было, понимаете? Веселились как могли, с углем и сдохшими животными. Что ж, очень И увлекательно. они добыли мне питомца. Только это была не собака. Они сказали, что это собака, но это был камень. Камень? Да, я назвал его Питон. Тогда это было обычное собачье имя, потому что у короля все лицо было в пятнах. И я захотел показать своего питомца миленькой малышке Тимбл. Она жила неподалеку. О, как романтично. Она кинула мою собаку в речку. Тогда я поклялся, что никогда не женюсь. И это секрет долголетия? О, нет, у меня потом было 7 жен и разводов 8. Случилась путаница с женой номер 3. Это я такой везучий. А когда мы поедем домой? Скоро, Альфи. Сначала вспомним, зачем мы здесь собрались. Ради командного награждения первой территории. Прежде всего мы встретим даму, которая знает толк в сверхурочной работе. Она работает в центре ухода в Humble Bumble и уже сняла обузу с большего количества семей, чем любая другая медсестра первой территории. В неравном прошлом ее бы уже заперли за решеткой. А сегодня мы чествуем ее как командного игрока. Приветствуйте Дафну Снистер! Вы мне смените исподнее? Просто отдайте ей медаль, Альфи, будьте паинькой. Понял. 2 ложечки сахара, пожалуйста, и никакого кипятка. Кажется, ты мне должен отдать одну из них. О, ну да. О, Ну, я дает, смотрите. не могу поднять свои руки выше. Тебе надо наклониться, милая. О, какое счастье, что эти сложные времена закончились и территории процветают. Попал? Спросила актриса у епископа. Да, спасибо. Дальше я сама. Прекрасно. Дафна Снистер, друзья. А теперь откройте и узнайте, что вы выиграли. Божечки, полегче. Характер тверже, чем словечки Питера. Чё тут? Я выиграла путевку на 2 в 15-ю территорию. Она ж раньше называлась Сан-Пальмарино, да? Полагаю, так. Да. Так на кой ее переназвали, а? Было проще запомнить. Ну, отныне мы единая нация. А ну-ка, минутку. Там разве не пожары до сих пор? Проводим. Эй, а исподнее мое
Я в этих труселях уже сколько дней хожу. Мы с этим разберемся, Альфи. Я тебя услышал, милая. Далее сегодня семейная пара из Фарнли. После принятия закона о капитале и собственности, лишенная средств, добытых незаконным путем. Однако в новом будущем они встали на ноги и основали контактный зоопарк, в котором теперь могут играть все местные детишки. Встречайте Отто и Лобелию Джексон Рэнди Геннет. Медали. Альфи. Знаете, в окопах я зазнакомился с неким Скотти Уилсоном. Он был с севера, поэтому я ни шиша не понимал из того, что он мелет. Но он стал моим лучшим другом. Слушайте, может, мы их просто сами возьмем? Так будет проще. А его лучшего друга звали Смаджер Хейс. Еще были дотошный Эрик, двинутый Терри и, конечно, ногастая Сидни. Она была девкой, но звали ее как пацана, и ее тоже послали на войну. Первая девица, которую мы увидели вблизи, она умерла, как и другие. Смаджер и Скотти не вернулись домой. Дотошного прирезали во франкфуртской тюрьме за оливку. А Терри, он просто дома подорвался. У Сидни выскочила смертельная сыпь. Дочесалась до смерти, задумаешься тут. Спасибо, Альфи. Очень в тему. Итак, Отто и Лобелия. Контактный зоопарк. Когда мы потеряли свое состояние, мы узнали, что на свете есть люди, у кого никогда в жизни не было пони. У меня раньше было 3. Мы решили исправить ситуацию. Вот такие мы люди. Наверное, потому что у нас частное образование. Я думаю, на эту тему мы могли бы спорить весь вечер. Но давайте лучше узнаем, что вы Да, выиграли. но сначала я бы хотела кое-что вам сказать. О, легко. У всех граждан нового будущего есть это право. Отлично! Когда прогресс встал у власти, вы забрали наше состояние. Все до последней В рубашки. моем случае это буквально я коллекционировал рубашки. Ну, тогда и остальное забирайте тоже. Охрана! Господи, опять! 1000 раз уже говорил. У нас новостной канал. Здесь не место обнаженки. Убери эту срамоту из эфира, Алекс. Тадж Бэджер, а вы кто? Лобелия Джексон Рэнди Геннет. О, Очень приятно. мило. Ой, мне О, пора. о. Это неправильно и нечестно. Скажи им, это моя жена, вот. Да. О, нет, даже не думайте. Нечего метать бисер перед свиньями, нельзя так. У нас было 3 лошади, Фентон, Дефепл и Шланганов. А что у нас теперь? 2 драных козла, драная псина Кеннет и петух, который не затыкается. А можно закончить побыстрее? Сказала актриса епископу. О, снова вы. Привет, Альфи Тадж Бэджер. Приятно познакомиться. Лобелия Джексон Рэнди Геннет, очень приятно. Остановите их! Ой, не волнуйтесь, я вас защищу. Сломали мне нос. Знаете, когда мне было около 20, мы ходили на променад у морского сияния и глазели на красивых девчонок. Тогда все было проще, конечно. Мы бегали в зал игровых автоматов, чтобы выиграть сало и унести его домой. Тогда сало нельзя было купить, только выиграть. Тогда все было проще. Были пацаны, были девки, а всех остальных нанимал на работу цирк. Их было полным-полно, цирков этих, большие шатры и сахарная вата. И эту музыку из органа было полям. Мамка говорила, это самые волшебные звуки. Правда, потом она оглохла к черту, когда слишком громко аплодировала. Да. А ты ходила когда-нибудь в цирк? Что, Альфи? В цирк ты? Ой, да неважно. Ох, чай у меня, милая. Вы сломали мне нос. Что ж, внезапная и ничем не прикрытая ностальгия. Иногда люди не могут расстаться с прошлым.
Поэтому я с радостью и искренним восхищением смотрю на молодое поколение. Крепко спаянное, командное. А поскольку рождаемость на территориях низка, нам еще важнее ценить наше прекрасное молодое поколение. И наш финальный гость — это активист, который активно взялся за дело и помог обнаружить более 170 поборников перебоя в своем районе. С тех пор он стал вожатым кадетов общественного содружества и организовал все мероприятия лагерного сотрудничества прошлого года. Наш победитель — Эдвин Неверлей. Тебе место в центре ухода, старый Несп. Премьер-министр, это честь наконец с вами познакомиться. Мне кажется, мы очень похожи. Ох, я не образцовая ролевая модель. Нет, премьер-министр. Вы спасли эту страну. Вы железным кулаком отбивали все угрозы. Я своими маленькими кулаками делал тоже. Что ж, откроем конверт и узнаем, что ты выиграл. Может, найдем место твоим кулакам? Годовая стажировка в качестве регулятора в улучшаторе. Это то, о чем я мечтал. Покажем же глупцам, где они просчитались, да? Вообще, улучшатор создан для реабилитации, Эдвин. Абсолютно. И если они не станут лучше, мы примем меры, как вы сделали в ночь освобождения. Ха. Спасибо за награду. И будьте начеку. Жалуйтесь на неспаянных. Будьте в команде. И мы завершаем награждение. Увидимся на следующей неделе, когда все пройдет более адекватно. Слово тебе, Меган. Мистер Солсбери завершает эту насыщенную церемонию награждения победителей. Что скажешь о них, Стейси? Какая жуткая медсестра. У тетки все обвисло, а этот явно умрет девственником. Не очень цензурно, зато коротко и ясно. После перерыва звездная премьера. Парад знаменитостей на красной дорожке. Не уходите. Мы скоро вернемся. И снято. Где-то в этом здании, в маленькой комнате... Алекс, послушай. Что такое? Ты уже вышла? Да, Петунья, я не забыл про твой выходной. С Теодором все непонятно. Мне жаль, милая. Конечно. Я еще позвоню. Алекс, я и забыл, что хотел сказать. У дочки проблемы. Но она хоть жива. Да. Будто опять он взял роль ведущего. Думаешь, он сейчас наблюдает? Ржет? Я думаю, да. Джереми, ты смотришь на нас? Ты слышишь нас? Это строил ты? Ага, то есть ей материться можно. Что прячешь ты о своем прошлом? Что ты знаешь о соседях? Происходит что в твоем районе? Чудной бог! Стало круто, как же круто. И дальше будет только в кайф. Стало круто, как же круто. В общем, Патрик и Робин будут хватать кого смогут, а ты ориентируйся на суфлер, чтобы как... По журналистике. Уже жалеешь, что не пошла на что-то полезное, да? И день приведи дочь на работу, еще цирк какой-то. А где наши почетные гости? Не знаю, шарится, наверное, около того бойсбенда. Горячая точка. Это тепловая сыпь. Горячая точка была в том году. Тепловая сыпь? Господи, у них там название заканчивается. Я слышала, их компьютеры генерируют. И песни тоже. А, вот она. Как раз к началу веселья. Внимание, 10 секунд. Где ходила, что видела? А тебе-то что? Эфир через 5, 4, 3. С возвращением! Стейси все еще здесь. Очень сильно жалеет. Спасибо, Стейси. Для этой части передачи мы с радостью отправили Робин и Патрика в кинотеатр. Да, ведь сегодня мировая премьера на автомате с Лоуренсом Бландерклетчем и покойной великой Хеленой Кентербери Ботшу.
И звездам пришло время сиять. Впервые мы рассказали об этом фильме 5 лет назад, когда он назывался «На таблетках». После этого по непонятным причинам фильм был снят из проката за день до показа. С тех пор его исполнительный продюсер Джордж Фокус потратил 5 долгих лет на доработку и превратил его в новую версию, которая выходит на экраны сегодня. С новейшими спецэффектами и лучшей командой озвучки Джордж наконец-то получил именно тот фильм, который всегда мечтал создать. Итак, давайте посмотрим. Я не могу это деконструировать. Капитан, Я не могу это деконструировать. Роботы! это парик? Ты думаешь, я не ращу их сам? Нет, Дик, я убью тебя. Подумай о Сатурне. У вас что-то на лице, шеф Харрисон! Хотел бы, чтобы ты была реально, из плоти и крови. Капитан Квазар. Но ты лишь нули и единицы, детка. Если бы я заметил. Капитан Квазар. Но ты заржавела, а я не заметил. Капитан. Господи, сказала ты. Я кое-что нашла у Господи, вас. да стреляй в это! Вот карта. Что такое карта? Так, на север по Межзвездной авеню, налево на поясе астероидов, а затем хитрый тройной заход в черную дыру. Что это за символы? В углу это ключ. Мы сможем его отключить. Да, мы сможем отключить его. Но нужно спросить себя, кто мы такие? Захватывающе. А ты что скажешь, Стейси? Роботы были нормас. Типа. Это точно. А теперь слово Робин Шорт в эфире с Западной площади, где она сумела перехватить главную звезду. Робин? Ген, сейчас со мной сразу 2 звезды. Лоуренс Бландерклэч и Хелена Кентербери-Ботшоу. Спасибо большое. Нет, это вам спасибо. Мы с Хеленой вообще оказались здесь благодаря таким, как вы. Согласны? Ну, я не могу. Абсолютно верно, дорогая. За последние пару лет вы оба приобрели статус настоящих суперзвезд, ведь так? Супер-мега-звезд. Да, все так. Мне очень повезло. Очень. Очень повезло родиться. Ну, вы поняли. И Хелена сейчас просто на расхват. Она лицо косметического бренда. И даст моноспектакль «Король Лир» этим летом. О, похоже, у вас обоих ни минутки свободной. А есть ли у публики шанс вновь увидеть вас вместе на экране? О, я, конечно, не должен об этом говорить, но... Да, у нас будет кое-что совместно. Да ладно. Я играю бывалого капитана звездолета из другой галактики, а Хелена — моего дроида-компаньона. И как это выглядит? Я 7 часов провел в гриме. Нет, как Хелена играет дроида? Мы взяли и поставили ее на колесики. Вау! Что ж, Лоуренс Бландерклэч и Хелена Кентербери-Ботшоу, спасибо огромное за беседу. А мы передадим слово Патрику Беннону. Патрик, а тебя мы скоро увидим на большом экране? Надеюсь, что нет. И внезапно тут вместе со мной... Бэби-боб Дженшо. И, разумеется, моя младшенькая. Поп-сенсация Лил Ди. Ее кавер Лил Си просто хит. Кстати, мы как раз ожидали Лил Си. Она жива. Просто неважно себя чувствует. Теперь я за главного. О, в самом деле? Ну, суд так сказал. Они дали мне права на ее недвижимость, финансы, ее вечную душу. Слава Краглару! Слава Краглару? Вау! Но она сегодня будет? Просто у нас к ней было несколько вопросов. Может, покажется потом, но как ее законный и духовный хранитель, я с радостью отвечу на все ваши вопросы вместо нее. А вы Лил Ди, верно? Что ж, выглядите просто отлично. О, спасибо. И знаешь что? Я и чувствую себя прекрасно.
И от кого ваше платье? Оно от Lil C, и у вас может быть такое же. Неужели? Новая коллекция Lil C выходит сегодня. Это моя любимая. Она называется... О, что за оригинальное название? Только пишите сложно. Разумеется, Lil C теперь относится к плеяде звездных дизайнеров со своей собственной модельной империей. Да, с момента нашего запуска на ТВ рост бренда идет в гору. На вашем шоу это было, кстати. О, да, так и есть. Так что за все это вам спасибо, надо сказать. Эта шляпа, между прочим, стоит дороже моего второго самолета. Ты потрогай, Надя. Да, отличная шляпа. Из человека. А журнал Forbes назвал меня самой молодой звездой, которая добилась успеха сама. А найдется ли у вас совет для тех, кто захочет повторить ваш успех? О, конечно. Для того, чтобы добиться всего самим, вам понадобится лишь финансовая поддержка семьи и уже существующая известность. Это не высшая математика, народ. О, но до меня дошли грустные новости. Правда, что Lil C завершает музыкальную карьеру? Да, к сожалению. Сами понимаете, в 25 лет она уже старовата для поп-эстрады. Куда ей поспеть за молодухами? Так что вышел альбом ее лучших хитов, и в честь этого скоро начнется тур, а потом прощальный тур через год. И это будет последней возможностью ее увидеть до ее ностальгического тура. И до классического тура потом. Но ее карьера была долгой и яркой, так что она весьма горда собой. Что ж, с учетом ее здоровья, может, оно и к лучшему. А что с ним не так? О, да, здоровье. Ее слабое здоровье. И невероятно дорогое лечение. Гори в аду, Зейтон! Будь проклят твой вселенский суд! О, да. Что ж, не буду вас больше задерживать. Сама по себе эта прелесть не продастся. Она и так не продастся. Билли Боб, Lil C, Ди, спасибо вам огромное за вашу компанию. И передавайте наилучшие пожелания Lil C. Кому? Ау! Что ж, кажется, Робин сейчас общается с музыкальной легендой, которая все же незаменима. Это то, о ком я подумал, Робин. Абсолютно точно, Патрик. Джейзас, как поживаешь? Да ну чё, все норм, отлично. Не благодаря вам, людям, заткнувшим рот истине. Ага, ты про свое подстрекательство в прямом эфире к насилию против лидеров этой страны, избранных демократическим голосованием? Да, именно. И меня не восславили как визионера, мои агенты просто от меня отказались. О, нет. Но не вы меня создали, не вы меня сломали, ясно? Запомни, я голос, я надежда. Запри меня, позвони докторам, но только Луна может судить меня. И чем же ты занимался с тех пор, как твоя команда от тебя отказалась? Да как обычно, продолжаю строить, двигаюсь, работаю над новым треком, сочиняю, записываю, продюсирую, все сам. И мы можем что-то услышать? Че, типа прям сейчас? Я бы с удовольствием услышала, и думаю, наши зрители тоже не откажутся. Ладно, конечно. Дай сюда майк. Йоу! Новости пытались меня заткнуть, но недолго осталось им лямку тянуть. Ведь я большой Джей, не удержать меня. Цензура не в силах удержать меня. Ну, типа пока это все, что есть. Ты зарифмовал меня и меня. Нет! Папуля говорил, что так больше не будет. Ты должна просто сказать «молодец, Джулиан, молодец». Молодец, Джулиан. Спасибо! Задай мне вежливый вопрос, и я спокойно уйду. Хорошо. А это правда, что ты наследник сети отелей? Чё? Кто это сказал? И что твои очень даже живые родители сейчас находятся в бегах за скрываемые ими доходы? Ой, прости, ты пытаешься меня зацензурить? О, Джейзас, который и правда пал с вершины куда-то там. Сегодня здесь столько звезд, Меган, которые плеядами блуждают среди нас. Неважно. Попробую пойти пообщаться кое с кем особенным. Не умри от зависти, Меган. Слово вам. Робин, но, по-моему, Стейси и я уже успели наговорить более чем достаточно. Нам показали настоящих звезд, Стейси. Ага.
Прям звезд. И что ты о них думаешь с точки зрения своего поколения? Тебе это не понравится. А ты дай мне шанс. Ну, Бумер Бэтч такой старый, что его скоро запрут в центре ухода, так что без разницы. А полил Сифа на теле, когда мне было лет 12, наверное, а теперь она окончательно поехала крышей. А Джейзас, который тащится по перебою, и жаль, что он не помер с остальными 3 года назад. А ты права. Ты согласна? Нет, ты была права, что мне это не понравится, но, к счастью, мы возвращаемся к Патрику, который как раз нашел еще одного нашего старого знакомого. Патрик, как там у вас обстановка? Мы еле можем усидеть на месте, Меган, хотя вообще-то мы стоим. Извиняюсь за свое нетерпение, но уже в любой момент мы можем встретиться с актерами из самого крутого ТВ-шоу. Вы смотрите его каждую субботу, угадали? Да, Дом Крисов Большого Криса. И вот он перед вами, Большой Крис, привет! Рад вас видеть, Большой Крис, мы любим ваше шоу. О, спасибо, рад быть здесь. Готовы к премьере на автомате? Ну да, типа... Пошли уже. Лады, секунду. Извиняй, это торопыга Крис и грубый Крис. А остальные Крисы тоже здесь? Да, не все, конечно, но кое-кто тут. Вон, стиляга Крис, тихий Крис и сожалеющий Крис. О, бог. Извините. Карманный Крис тоже был, но я его что-то давно не вижу. А где Крис перезагрузка? А, не, он не смог. Но зато Крис 2 Электробугалу тут. Ну ты видел. О, боже мой, это Мормон Крис. Привет. Ага. А где Криса Картон? А вот. Ой. Обожаю его. Так, я обычно не задаю такие вопросы, но между нами, есть ли кто-то на шоу, с кем вы не ладите? Ну, люди думают, что это убийца Крис, но он норм. Дикий фанат кроссворда. Думаю, это скорее серфер Крис. А, блин, чувак. Или диско Крис. Правда, не просто Крис. Немного звездных сплетен, да? Ох, ёпта, мне пора бежать. А то там шериф Крис и Крис-оборот снова подцапаются. О, нет. Прости, я пошел, прости. А внутри увидимся, ладно? Спасибо большое, Крис. Прекрасно. Меган, говорят, что продюсерам пришлось выкупить специально для них отдельный зал. Прекрасный вечер. Как приятно увидеть таких разных и талантливых звезд. Меган. Спасибо, Патрик. Какое яркое интервью нам удалось увидеть этим чудесным вечером. Они-то знают, как произвести впечатление, надеюсь. И на автомате, похоже, очень быстро обретает культовый статус. Несмотря на то, что Борис Кичло в журнале «Часы» назвал кино затянутой предсмертной запиской Лоуренса Бландерклэча в своей рецензии, закончив ее фразой «и он даже не удосужился довести свое дело до конца». Билеты на этот фильм, доступные, к слову, бесплатно всем жителям территории, в рекордных масштабах забронированы на многие месяцы вперед. Но вернемся к тем, кому повезло увидеть его сегодня. Мне так завидно. Робин, увидела что-нибудь необычное? Спасибо, Меган. Я не знаю, устроит ли тебя самый завидный холостяк территорий. 5 лет назад Стив Саксон был никем. Но после ряда невероятных выступлений в успешных постановках от Гамлет Джема до загадочной байки Элджернона Динг-Донга, он стал самым популярным актером драмы. Уже 3 года он завоевывает звание «Самый сексуальный мужчина до 25». Так давайте посмотрим, поговорит ли он с Вэн. Извините, мистер Саксон. Стив, будет ли у вас минутка дать интервью для Вэн? О, приветствую, Вэн. Знаете, это благодаря вам я попал на прослушивание. Новичком. Стивом 1.0. Я помню. Но уже тогда все заметили, что есть что-то особенное в вас. Я помню каждый момент. Момент — это самое малое, что можно дать вашим чудным зрителям. Все равно нам пока отсюда не уйти. Где она? Представите нас своей спутнице. О, конечно, Я это... Шарлотта Уинстенли Дэш Хэмилтон. Я тоже была в «Эй, дружба». Там, откуда вы помните каждый момент. Я там была. Нет. Простите, но я совсем вас не помню. Вы точно там были? Да, я была самой красивой. Скажи ей, Стив. Внешность — это очень важно. Вам точно виднее, Стив. Что ж, это был успешный год для вас. Вы теперь играете у самого Барда. Да, что ж,
Я начал работать с Enfant Terrible по имени Квентин Сакер Панч. Мы ставим всего Шекспира. Божечки, всего? Да, по одной в неделю. Я играю все роли. На выходных учу текст, а потом мы снимаемся голые. В его парилке. Освещение роскошное. Извините, вы голые? Да, ну он голый. На мне обычно разные шляпы. О. Это старая театральная традиция. А у меня вышел сингл. Он называется «Гляди на меня». А еще снялась в рекламе, да? И это очень чистые зубы. И в секс-видео, конечно. Стив! Я не хочу об этом говорить. Хотя вы можете купить его всего за $11.99. Вы знаете, где искать. А какая ваша любимая шекспировская пьеса, Стив? Мне нравится та, где много слов. Фильм уже скоро. Мы пропустим трейлеры, а ведь мы еще даже попкорн не купили. Она скоро придет. Простите, народ, я опоздала. Где тебя носило? Там был раненый голубь. Потом расскажу. Да ладно, я ведь помню вас. Вы тоже были в той легендарной первой сцене? Правда, ее! Вы были такая маленькая и серьезная, с ужасной сестрой. Да, это была я. Я ужасная сестра. О, не ругай себя так, детка. Внешность очень важна. Спасибо. А чем вы занялись после этого, Гарри? Ой, прошлый год я провела за границей, одаривая духовной пищей голодающих детей за пределами территорий. У них нет еды, но зато есть комедия. Как же здорово! А еще я принимаю участие в экспериментальной постановке физтеатра о жизненных невзгодах плетня. Невероятно, так по-актерски. Мы выступаем под пабом в четверги. А еще я играла девушку, которая убивает Ваню в «Ночной резне 3». Не, я не видела. Она была прекрасна. Спасибо. Тупо. Спасибо, Стив. Шар, кино скоро начнется, и очень хочется писать. Да боже, тебе еще и в толчок надо. Мы вообще ни на один трейлер не успеем. Ну что за эгоизм? Прости. Мы уже пойдем. О, да, конечно. Спасибо огромное, что побеседовали с нами. И приятного просмотра. Спасибо. Я люблю ВН. Мы любим вас. Хватит показушничать. О, мой бог, Меган! Я не верю. Стив Саксон, Кэрри Уинстон Дэш Хэмилтон и шут с ней не помню. Сколько же здесь звезд! Если честно, просто кончила и закурила. Слово вам, Меган. Спасибо, Робин. Наслаждайтесь просмотром, везунчики. На автомате выходит на экраны всех территорий уже в эти выходные. Какое звездное событие, а, Стейси? Да пофиг. Кто вообще в наши дни ходит в кино? Ну, конечно. Мы вернемся после рекламы. Я хожу в кинотеатры. Купи себе видак и поставь домой. Да есть он у меня, но это же совсем не то. Ну да, это лучше. Неравные рядом не бубнят и не чавкают весь сеанс. Эй, а как насчет обнимашек и поцелуев на заднем ряду? Теперь так не принято. На людях. Да что с тобой не так? Да со мной-то все так. Уже лучше? Вижу. Пора готовиться к тепловой сыпи. И, кажется, Ронни что-то принял. Да я знаю, это было в его райдере. Видимо, это медицинское. Да Ронни всегда под кайфом. Просто налейте ему сока. Боже, оно разговаривает. И он тупой гондон. И хотелось бы, чтобы оно перестало. Песня дружбы, песня взаимовыручки, песня солидарности, песня сильного общества. А вам тут всем не тесновато? Не волнуйся, мы Креспа. Что? Это... О, а это Меган. Она будет вести интервью. Здравствуйте. А это ее... Да... Это Стейси. О, здорово, Стейси. Отъебись, Ронни. Простите, если ты не можешь вести себя прилично, придется тебе уйти в гримерку. Да пофиг. Так, ты хочешь пойти и посидеть в гримерке? Нет. Нет, что? Возьмите в руки дирижерскую палочку и вперед. Нет. Спасибо. Так. И сядь ровно. Ты портишь кадр. Внимание, 10 секунд. Не спа. Да как не спа. Что это значит? Что за И 5, 4, 3. С возвращением! В последнем на сегодня блоке к нашему со Стейси восторгу у нас в гостях «Тепловая сыпь». Их новый альбом «Почему мы так любим вообще всех девчонок» выходит в эти выходные. Итак, посмотрим, угадаю ли я.
Это Нолан. Я пишу песни. Ронни. Так написано на тату. О, ты сделал тату со своим именем? Мгм. Ясно. Чтоб не забыть. А этот шутник, наверное, Челли? Чё как? А почему тебя называют Челли? Да из-за этого уродства. Вообще не понимаю. Господи, да хер ли ты меня так позоришь? Дейл? Боже, Дейла, ты не слишком юн для группы. Мне это часто говорят. На самом деле мне 23. Я тут старший. У меня нарушение роста. Боже, мне так жаль, я не знала. Креспа, дотер. Да он тебя Им стебет. 58. Так, понятно. А вы те еще проказники, да, Ой, мальчики? мам, ты такая... А ты, видимо, ТП. И что же значит ТП? Тухлопёс. Это значит, товарищ поддержит. Понятно. И давно у тебя появилось это С прозвище? тех пор, как Нолан решил, что Терри Проднанс — дерьмовое имя. Не спа, Ронни. Да. Извините, но что такое не спа? А, это антоним Креспа. А, Креспа. так. Крепко спаянная. Вы, дотеры, говорите круто. Ясно, спасибо, Стейси. Извините за нее. Да нет проблем, она из неравных. Итак, вы познакомились на шоу одного из наших каналов-конкурентов, да? Командные игроки. Рок значком. И как все было тогда? Ну, мы с Дейлом были знакомы по школе. Мы когда-то учились в одном классе. Да рот, Нолан, дай ты другим сказать. Мы были в командных игроках. Прошли, нас раскидали по группам. И тип потусили ночь с судьями, и вот мы в банде. Отличный пример того, что вместе мы сильнее, особенно если работаем в гармонии. А иногда и поем в ней. И, короче, каждую неделю они брали группы, давали песню, которую продюсер находил в какой-то помойке. Или типа Вообще-то, того. я пишу песни. И типа публика звонила и голосовала за лучшую песню. И после этого проигравшие выбывали. Мам. Что? Не спа. Дотер, вообще не спа. Группа, набравшая больше голосов, снова исполняла свою песню. Ясно. Так а что случалось с проигравшими? Мы больше не употребляем слово на «п». В смысле, проигравшие? Пожалуйста, перестаньте его повторять. Это слово такое уничижительное. Оно занижает твои достижения. В активистах меня быстро научили, что я выигрываю, если выиграют остальные. Извините, конечно, но это ж так не бывает, ведь это же не спортсборд. Мы думали, вы Креспа? Да, я такая, я Креспа. Нет, ты усатка. Мы с усатками не дружим. Да она не понимает, о чем ты. Так, Вообще простите, не я выкупает. все отлично понимаю, Стейси. Ну и что это значит? Ну, усатки... Кто такие дотеры, мам? Я полагаю, это люди старшего поколения? Дотеры. До территорий. Те, кому исполнилось 18 до наступления нового будущего. Мы называем вас дотерами. Неравные. Мне. Неспы. Она не виновата, что она старая, что тут поделать? Не настолько уж Нет, я тебе старая. помочь Не пытаюсь. сказала бы, что мне нужна твоя помощь. Видишь, полная мне мнеха. Да неужели? По-моему, довольно очевидно. По-моему, довольно очевидно. Знаешь, что с вами всеми не так? Вы все никак не смиритесь, что ваш обожаемый перебой уничтожен, и для вас больше нет места. Вот только перебой состоял из тупых, беспринципных неспашников, которыми руководил поехавший Я рада, что они проиграли, тебе тоже Послушай, не все, кому за 30, поддерживали перебой, стоит. Стейси. Ну не все, да, но факт в том, что вас все равно было... Креспа, Стейси. Креспа. Что ж, по-моему, мы все сегодня узнали даже немного больше, чем хотели. Я очень рада знакомству с тепловой сыпью, и перед тем, как завершить передачу, хочу попросить вас исполнить нам что-нибудь. Да, мы споем песню с нашего альбома «Почему мы так любим вообще всех девчонок. Осколки сердца». Она про мои самые настоящие отношения с настоящей Ну, уймись же, чел, всем пох. Давайте по стуле. Отлично. Ну так, Стейси, дашь свой номерок? Эй, ей всего 15. Давай, петь свою песенку, Терри. Понял, принял. Итак, вот и они со своим последним синглом «Осколки сердца». Предвкушаешь, Стейси?
Да не особо. Я слушаю только блип-техно. И иногда кончикор. Попса — это отстой. Вспомнил. Такое дело. В этих новомодных бойс-бендах теперь поют по очереди. То один, то другой. А тебе надо уследить. Кто поет главную партию, того и показывай. Твой силуэт впервые узрел у пищеблока. В новеньких кедах была ты так одинока, и сердце словно разбилось на куски. Мы завалились в буш-бухло и все дела, но из банка все забрали, все, что сберегла. Тебе осколки сердца я дарю. Я не был романтичен, всегда был реалист, но ты словно идеал завода Ремингтон Свист. Тяжела была вся прошлая любовь, с неравенством ушла, и вот вновь меня ты крепче обняла, кольцо приняла. В слезах нет надежды, но сдержать не смогла. Как мой старик говорит, любви путь открыт. Нас вместе с тобой прогресс защитит. Сильнее сводишь ты с ума, чем не. В ночь освобождения мы сидели бок о бок. Ужасом полнился тихий твой шепоток. Все страхи тут же забылись в объятиях твоих. Увлек нас поезд сквозь территории. Мы забыли про правила ради личной истории. Ты осколки сердца забрала. Я не был романтичен, всегда был реалист, но ты словно идеал завода Ремингтон Свист. Тяжела была вся прошлая любовь, с неравенством ушла, и вот вновь меня ты крепче обняла, кольцо приняла. В слезах нет надежды, но сдержать не смогла. Как мой старик говорит, любви путь открыт. Нас вместе с тобой прогресс защитит. Сильнее сводишь ты с ума, сильнее сводишь ты с ума, чем не. Любуюсь я на твой абонемент. Ты на фото сияешь, словно флардов фрагмент. Пытаюсь вновь сердечко я собрать, и прошлому осколков не дать. Крепче обняла, кольцо приняла. В слезах нет надежды, но сдержать не смогла. Как мой старик говорит, любви путь открыт. Нас вместе с тобой прогресс защитит. Сводишь ты с ума, сильнее сводишь ты с ума, сводишь ты с ума, чем не. Волшебно! Спасибо, тепловой супер. Это было очень и очень хорошо. Всего хорошего, спасибо, что зашли. Почти подошел момент для подведения итогов. И я попросила Стейси записать пару мыслей, и они уже запрограммированы в телесуфлер. Я не представляю, что она скажет. Так что держите пальцы на кнопке цензуры там, за пультом, на всякий случай, а?
Тебе слово, Стейси. Меня зовут Стейси. Наверное, вы уже запомнили. Не знаю, зачем я это вставила. Ладно. Я не смотрю новости. Смысла нет. Обычно все важное рассказывают друзья. Так что я не знаю, что сейчас считается типа важным. Но это точно не перепиленные фильмы и бойсбенды. Так что... В общем... Я поговорю о том, что важно для меня. Когда «Прогресс» оказался впервые избран 6 лет назад, мне было 9. Я была дома. Ну, не дома, типа, как вы понимаете. Это был, типа, детский дом. Он был совершенно... Как из книги Чарльза Диккенса. Крыша текла, стены всю дорогу были мокрые, еда была дрянь. Везде бухали, ширялись, и всем было просто плевать. Все время приходилось оглядываться, потому что за нами почти не следили. И да, как вы понимаете, там были некоторые... Были сотрудники, которые делали плохие вещи. Типа... Не все, конечно, но остальные знали и не мешали им. А потом «Прогресс» выиграл выборы. И чудесным образом все начало меняться. Стало лучше. Еда стала вкуснее. Дом не только отремонтировали, но и обставили заново, изобилие книгами, спортинвентарем, музыкальными штуками, видеоиграми. Большую часть старого персонала разогнали, а новых сотрудников стало больше. Они начали работать и разговаривать с задирами. И знаете что? Случилось еще одно чудо. Это сработало. Травля закончилась, и жизнь, моя жизнь, стала лучше. Потому что, наконец-то, на хорошие дела появились деньги, и «Прогресс» не боялся применять их по назначению. Я вступила в активистов, и в ночь освобождения встретила людей, с которыми была вместе, пока взрывались бомбы и отключался свет. Еще одно чудо. Я больше не была одна. И той ночью я наконец поняла, как важно быть в команде. И вот к чему я веду. Я знаю, что люди, которые жили лучше при старой системе, скучают по тем временам. Вы говорите, мы были свободнее, но это значит, вы были богаче. И на каждого из вас приходилось сотня таких, как я. И даже теперь, когда у вас отобрали все блага, вы все равно живете лучше, чем живу я. Лучше, чем я когда-либо буду. У вас все еще есть свои дома, свои семьи, которые вас любят. У меня такого не будет. Поэтому, может, пора перестать искать зло во всем, что пытается сделать это потрясающее правительство, и понять, что это не для вас, а для миллионов таких, как я. Так что плачьте сколько хотите, но вы не вернете деньги назад, ведь они уже потрачены. На чудеса. Господи, спасибо. Спасибо, Стейси, за это. Я Меган Вулф. Давайте вместе продолжать делать завтра лучше. И снято! Нормально вышло? О, да, даже лучше, чем просто нормально. Молодец! Уверена, им наконец будет о чем подумать. А теперь ты меня отвезешь обратно в дом, да? Я тут подумала, что мы можем сходить куда-нибудь, не знаю, поужинать, обсудить наши варианты. Если можно. Конечно, мисс Вулф. Охрана будет наготове. Они что, тут всегда? Тут было происшествие несколько лет назад. А, с Джереми, что ли? Я слышала про эту штуку. А ты тогда уже была? Выглядишь моложе. Она не так плоха. Да, есть такое. Наш уровень производства бьет все рекорды.
Алекс, добрый вечер. Ну что, пора? Давай не будем зацикливаться на проблемах, а просто начнем. Хочу предупредить, беды с техникой никуда не делись. Кнопки заедают, экраны мигают, искры сыплются. Но ты справишься, я в тебя верю. Не забудь, теперь у тебя полная свобода по звуковым эффектам, так что включай их, чтоб смотрелось поживей. Удачи! Си начинает свой Little Трёп. Сегодня бывший певец возьмет интервью у доктора Эдрина Аткинсона Блайми и узнает, чем он занимался после отмены. Так что вы заготовили? Спойлер. Пазлами и Ничего, поджогами. Колин. Полночь нас что, ждет прогноз даже погоды. угощения не будет? Прости, но нет. Затем в 0:20 Ладно, бывает. Финокотской долины. Сколько тебе лет, Кол? Так, поехали. Все улыбаемся. Я выгадал себе год. Отметил 44 в том году, а исполняется мне в этом. Тебе 44? Начинаем. 5, 4, 3. Вернее, новости. Добрый вечер и добро Ну пожаловать. дай ты реакцию от зрителей, Спасибо, что Алекс. вы с нами. Я Меган, и компанию мне, как обычно, составит бесподобный Робин и Патрик. Как у нас дела? У нас на сегодня столько всего, я жду не дождусь. Я бы сказал 12, Меган. По шкале ожидания? Да, именно. Нас ждет столько всего креспа этим вечером. Именно так. Знаменитый шеф-повар Джордан Ранкли устроит нам кулинарный забег. А еще объявим победителей крупного соревнования «Видение будущего». И на время игры «Колесо истины» к нам присоединится особенный гость. А я даже покажу вам, как самим сделать подарки на лидера в день. Все это и не только сегодня в вечернем шоу. Сегодня в вечернем уже через... Давай-ка аплодисментов перед следующим блоком. в деле шеф-поваром Джордан Ранкли. Но сначала, зная о вашей любви к ним, мы расскажем, как поживают в нашем живом уголке милые питомцы вечернего шоу. Во, то, что нужно. Что ж, Меган, сначала мы навестим нашего хомяка, лорда Щекана. Норный снежно-серый хомяк, а его латинское название Адипем стултус. Он живет у нас в студии в этой клетке. Хомяки обожают делать запасы, и у них есть особые защечные мешки, где они хранят еду. Он большой фанат моркови, яблок и жевательного табака. Хомяки – звери ночные, поэтому мы постараемся его не разбудить. Просто посмотрим, сможем ли мы... Ау. Что ж, кто-то оставил дверцу открытой, так что... Так, похоже, лорд Щекан отправился в небольшое путешествие. Но он обязательно где-нибудь найдется. А пока что давайте поздороваемся с нашей черепахой. Кстати, после голосования зрителей в прошлом месяце мы переименовали ее в медленную Барбару. И не волнуйтесь, хотя сейчас декабрь, Барбара у нас вовсе не ушла в спячку. Давайте скажем привет! Ой, она спит. Эй, Бабс! Оу, эй! Оу! И это были питомцы вечернего шоу, Меган. Живые и здоровые, слово тебе. С эффектами лучше знать меру. Были очень похожим животным завтра в это же время. А теперь надеюсь, что вы голодные. Если еще нет, сейчас станете. Патрик Беннон и шеф-повар Джордан Ранкли сейчас вам покажут, как сделать вкуснейший яблочный пирог. Мы начинаем путь на кухню. Помни про кнопки эффектов. Именно так. И сегодня на ней со мной шеф-повар Джордан Ранкли, а с вами кулинарное шоу. Наша кухня лучше или хуже остальных? Цвета мне нравятся, очень яркие, очень свежие. Только поменьше, а? Что? Что? Что ж, у вас 6 собственных ресторанов. За время своей карьеры вы заслужили 9 наград «Баллон Массив» и успели поработать с лучшими шеф-поварами мира. А сегодня вам достался я. Волнуетесь? Я, волнуюсь. Может, ты волнуешься? Ты, говорю, волнуешься? Да. Ты, говорю,
Волнуешься? Так, а что же мы готовим сегодня, шеф? Короче, мы пригласили семью на лидера в день. Они хотят есть, мы сделаем вкусный яблочный пирог. Здорово! Сладость теста и кислинка фруктов по-настоящему раскрывают вкус этого пирога. Восторг. Вау, так, и с чего же мы начнем? С того, что приготовим начинку. У нас есть килограмм свежих яблок для этого. Красивые. И мы их идеально нарезаем. И закидываем в кастрюлю. Что ж, ваше новое шоу «Кухонный демон Сердцеглот» начинается в пятницу здесь, на Первом канале, так что расскажите о нем. Что ж, группа молодых поваров приходит на мою кухню, и я уничтожаю их морально одного за другим. А если останется время, учу работать с ножами. Душу, Патрик! Ты что делаешь? Что? Да кто так режет-то? Ты пальцы себя... О, да ничего, у меня есть еще. Так, а когда закончили с яблоками, мы убираем их в сторонку и занимаемся тестом, да? Ага. Миска, да? Хорошо. Сахар, масло, все смешиваем и добавляем одно яйцо. Яйцо? Ты чё творишь, ослица? У тебя чё, мозги размером с желток? О, нет, шеф. Так, перемешиваем все деревянной ложкой, понемногу добавляем муку. Окей? Получаем красивый ком теста, как у меня. Так, а как известная своим неистовством Джордан Ранкли расслабляется? Тебе в кровать. Что это? Что это такое? Что? Ну, немного комковато, Комковато? Да его можно спутать с мешком картошки. Потрогай! Потрогай! Ну, стыдобище. Поставь в заморозку. Так, теперь смешиваем начинку. Окей. Яблоки, сахар и корица. Ау, так, у вас есть 6 ресторанов на 5 территориях. Какой из них ваш любимый? Ты это смешиваешь или... Хоть бы на свидание сводила сначала. Смешивай нормально. Так, теперь раскатываем 2/3 нашего теста. Немного муки и на блюдо. А потом мы добавляем начинку, да? Совершенно верно. Прекрасно. Окей. Затем берем оставшееся тесто, раскатываем в лепешку и накрываем. Прекрасно. Отлично, окей. Так. Смачиваем водой по краям. Красота. И мягко защипываем. Прямо по кругу. Осторожно делаем 5 надрезов, чтобы пару было куда выходить, после чего смазываем взбитым яйцом. Блеск. Так, хорошо. Яйцо. Та-дам! Ну, как вам? Боже мой. Ты иди сюда! Сюда сейчас же! Это позор, понимаешь? Я лучше глаза себе засуну, чем буду на это смотреть. Я лучше оближу свои ботинки после того, как наступлю в кучу. Понимаешь? И убираем в духовку на 45 минут. О, лучше голову свою в духовку засунь! Корова ты бесполезная! Сюда иди! Ты сочетаешься с едой хуже, чем цианистый калий, понимаешь? Знаешь что? Иди отсюда! Иди! Да, хорошо. Я так и сделаю. И заодно передам слова Меган и Робин, которые объявят победителей нашего конкурса «Видение будущего». Что ж, аппетитно. Если хотите повторить дома, напишите нам и приложите конверт с адресом и маркой, чтобы получить рецепт. Итак, Робин, посмотри на эти потрясающие работы участников конкурса «Видение будущего». Да, мы поставили перед вами непростую задачу предсказать будущее, и нас просто завалило вашими идеями, да, Меган? Безумные изобретения и решения мировых проблем, все просто невероятные, и мы с удовольствием с ними ознакомились. Очень непросто сделать выбор, но мы отобрали несколько восхитительных лидеров. 3-е место, барабанная дробь, занимает Хеймиш. Ему 3 года, он из Ланвеля. Он назвал эту работу «Натюрморт и божественное будущее», она нас просто покорила. Посмотрите на эти линии.
Я прямо чувствую страсть, с которой была сделана каждая из них. Если взглянуть сюда, то видно чудное изображение того, что я сначала посчитала мордашкой или, возможно, котом. Но при детальном изучении это оказалось репрезентацией кажущейся безнадежной борьбы со смертью глазами живых. Согласна. Он, кроме того, оставил часть картины пустой, что, по-моему, очень интересно. Если вы знакомы с работами Хэмиша, то вы знаете, что он любит акцентировать внимание на негативном пространстве, а не на самом изображении. Здорово, просто здорово. Такой талант в столь юном возрасте, Меган. Но теперь работа, занявшая второе место, и его заслужил барабанная дробь. Художник Кит. 41 год из Данглис. Кит, вообще-то конкурс был для аудитории помладше, но все же. Работа, на которой представлено его будущее, была названа им «Расколотая земля». И действительно, в его довольно обстоятельных заметках говорится: общество, лишенное основных ресурсов, станет полагаться на жестокую систему еженедельных сражений, где только победители смогут размножаться. Также внизу он подписал: или так, или нечто подобное, но немного похоже. Я высоко оценила его внимание к деталям. Здесь видно нечто вроде гладиаторской арены, на которой кто-то, я полагаю, что Кит, отрывает сопернику голову и кричит: «Вернись ко мне, Линда!» О, Кит! Если бы ты больше гулял, а не участвовал в детских конкурсах, то она бы не ушла. Он очень особенный, да, но наконец-то пришло время объявить победителя. Все остальные наши призеры получат дневной абонемент в надувной Happy Land в промышленной зоне у съезда СОС-40, простите. Но наш счастливый победитель сможет целый день провести в департаменте перемены своими глазами, увидеть, как наши товарищи делают новое будущее реальностью каждый день. И победителем становится барабанная дробь. Да, давай помогу. Лола! Тебе 8 лет, и ты из Смагли. Мы в восторге от твоей картины «Парад народов». Люди, которые идут вместе, отмечая многообразие нашего общества. Люди с разными флагами, люди, чествующие свою религию и тела. О, смотрите, и даже матч по спортсборду там нарисован. Ну, или кто-то активно мусорит, сложно понять. Мне так нравится, как эти роботы пританцовывают, присоединившись к параду. Да ведь? Вот этот, кажется, немного барахлит, являясь, видимо, зловещим знаком грядущих перемен. Чудесно, Лола. Что ж, если наши победители смогли вдохновить вас на творчество, присылайте нам ваши работы, и, возможно, они тоже появятся в нашей галерее. Еще раз огромное спасибо всем участникам. Сейчас мы уйдем на перерыв, а после него мы сыграем в колесо правды и сделаем несколько чудесных подарков своими руками. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Да, наш старый пульт совсем плох. Дальше проблем может быть еще больше. Будь начеку. И лишний раз не рискуй. Хотя, какая уже разница? Я обычно пешком, моя квартира рядом. А я на автобусе. Не сегодня. Мы взяли машины для вас обеих. Скажите мне, когда закончите, я выведу вас через задний ход. Одеваясь в школу. Официальная форма тогда была не везде. Я искала, что подчеркнет мои округлившиеся прелести. Я металась по комнате и, не скрою, даже рыдала. Мой выбор пал на темно-синюю юбку свободного кроя и очаровательную белую блузку, дополненную ожерельем, что подарил мне Гарри, когда мы сбежали в лес и хорошенечко там порезвились. Это честный рассказ о моем детстве. Ведь в новом будущем не должно быть места секретам. Меня тяготила несправедливость, которую я замечал, что Порша Гамильтон Ман затащила моего лучшего друга в кабриолет, подаренный ей на Пасху. Я даже не догадывалась, как сложно выжить бедной студентке среди праздных богачей. Это звучит очень плохо. Там реально жесть. Людей не хватает. Тут нужен хай-пас-фильтр. Там революция, Колин. Ну пусть будет чуть потише. Никогда не вернемся. Джек, слушай, где можешь его привести? Я не уверена насчет этой про бабулю. Он сейчас делает записи другого гостя. Мне не нравится слово бабуля. Бабушки? Точно. Бабушки. Намного лучше. Ладно, пожалуйста, внимание, Сара хочет что-то сказать. Похоже, около студии начались какие-то беспорядки. Я уверена, что вам не о чем беспокоиться. Просто хотела сказать, что я запросила еще охраны, и они уже едут сюда. Спасибо, Сара. 10 секунд по местам, сели ровно. Ладно, сейчас ты шутила. Смеемся и 5, 4, 3.
Реакция зрителей не помешала бы. Простите, мы обсуждали, что очень хотим попробовать пирог Патрика. Не знаю насчет очень. А вот и он. Встречайте. Только что из духовки. Вау, впечатляет. Джордан, как наш Патрик справился? Ну что сказать, корка тут явно толще, чем на моей бабушки. Что ж, спасибо за комплимент. Ну попробуйте, давайте. Ладно, давай. Вот, держи, бери побольше. Боже мой. О, господи. О, это... Один бокальчик за здоровье Роберта. Писать. Но тебе пора готовиться к следующему сегменту. Каждый вечер мы играем в колесо правды с нашими знаменитыми гостями. Но я знаю, о чем вы подумали. У Меган был только один знаменитый гость. Верно подмечено. Пора встречать нового. Один за нашу страну и один за меня. Автор, адвокат, мыслитель. А еще наш командный лидер. Джулия Солсбери. О, добро пожаловать, дорогая. О, Меган, ты выглядишь потрясающе. Это я должна говорить. Так, не устраивайся поудобнее, ведь я передам тебя Робину Патрику для колеса правды. Все так. Это место, где мы стравливаем наших именитых гостей, чтобы узнать, как их сломать. Все верно, Робин. Они будут вращать колесо, чтобы выбрать задачу. Там может быть что угодно, от ящика с мухами до самой пощечины. И они даже не Душевно. что их ждет. Итак, мы начнем с Джордан. Вращайте колесо. И поехали. Окей, узнаем, что же вам выпало. Ох ты, деяние или домысел. Джордан, правда ли вы имеете привычку заказывать еду на вынос в ресторанах и выдавать ее за собственную? А? Это был один ёбаный раз один. Глядя на тот пирог, я не могу тебя осуждать. Не так быстро, Джулия. Деяние или домысел? Нам донесли, что вы предпочитаете более интересное занятие, экономя время на Да стирке. боже мой! Расскажите нам об этом. Да вы просто... Нет. Ладно, просто... Только не осуждайте меня. Да что я делаю? Господи, да я так лишусь работы. Ой, да здесь все свои, давай. Ладно. В общем, у меня только один лифчик, понимаете? И есть один день в неделе, когда я его стираю, и в этот день... Я не могу надеть его. Нет, серьезно. Можете поднять мне налоги, мы явно не доплачиваем вам. Зайди ко мне в гримерку после передачи, решим вопрос. О, ты что, краснеешь, Патрик? Разговоры про лифчики тебя смущают? Я не краснею. Ладно, ваша очередь, Джулия. Вращайте это чёртово колесо. Давайте. Отлично, посмотрим. Угадай-ка кто! Я покажу вам фото, а вам просто надо угадать, кто это. Готовы? Начинаем. Джулия? Кто это? Да боже мой! Это вы? Да, слушайте, это для моды, это было очень непростое время. Стрижка просто... Нет, не надо, это мило. Так-то да. Сейчас снова в моде, знаешь ли. Вы не очень-то расслабляетесь, Джордан. Кто? О, вау! Как приятно, когда модные советы тебе дает человек, который в 7 лет выглядел на 85. То, что доктор... Ладно, нам надо продолжать. Джордан, давайте-ка еще Ладно, разок. погнали. Моя очередь, Патрик.
Слишком разошелся. Обожаю эту игру. Это колись или карась? Может быть. Итак, если вы заглянете под свои трибуны, то найдете чудное рыбное смузи. А теперь я задам вам обеим вопрос. И вам нужно будет либо ответить на него честно, либо выпить этот смузи. Ясно? ясно. Вы готовы отвечать? Да. Погнали. Кто из ваших уважаемых ведущих более талантлив? О, ну что за облом, ну боже. Воняет как Вы сделали его экстра рыбным. Я этим ртом карьеру делаю. Вы хоть знаете, сколько он стоит? Что ж, времени хватит на еще одно вращение. Давайте, Джулия, вперед! Ну, погнали, моя очередь. Хорошо, так. О! Джулия, а загляните-ка в коробочку под вашей стойкой. Кажется, лорд Щекан захотел тоже поиграть с нами. Ну и бог с ним. Да, Джулия, что же у вас в коробке? Там же не сыр, да? Еще, мистер Боузман? Конечно, мистер Боузман. Жонглирование, что мне с ними делать? Вау, и что вы исполните? Да я вообще не представляю, как это делается. Давайте. Давай, давай, давай. Ладно. Давай, давай. Да, это ведь я жонглирую. Это было невероятно. И должна заметить, неожиданно, вау. Боже, это было колесо правды. И как же это было весело, да? Да, это... О, хорошо пошла. Ну теперь передадим слово Меган в рукодельный уголок. Все верно, мы переходим в рукодельный уголок, и сегодня мне в нем будет помогать Джулия. Идите сюда. Не знаю, как тебя не стошнило, я отсюда запах рыбы чую. Если честно, бывало и хуже. Я гостила у Петра Клемента дома. Что ж, надеюсь, настрою вас творчески, потому что мы будем делать кое-что дорогое моему сердцу. Это наша маленькая студия. Посмотрите, ну разве не прелесть? Мы все сидим на диване. Вау, это так мило. Ой, это правда вы все там? Да, возьмите немного крупнее. Вот и мы. Ой, не знаю, как вы, Джулия, а я всегда покупаю подарки в последний момент. Каждый год одно и К то же. счастью, это может стать чудесным подарком. Приступим? О, да. Совсем на донышке осталось. Ну не пропадать же. Точно. Джулия, берите ножницы. Нужно отрезать вот эту боковую стенку. Отлично, сделаем. В вашей семье любят отмечать праздники, Джулия? О, да, дома мы всегда готовим с любовью. Роскошные ужины и целое море выпивки. Правильно делаете. Самое лучшее в празднике — это вкусная еда. Тут мне тоже Ага, резать? по линии. Пожалуйста, будьте осторожны с ножницами дома и не трогайте их без присмотра, если Не вы так-то ребенок. просто. Вот так, роскошно. Вот так? Примерно так оно будет выглядеть. Я пока возьму коробку, которую приготовила чуть раньше. Мы покрасили ее белой плакатной краской, чтобы подходила под наши чудесные студийные занавески. Но вы, разумеется, можете выбрать фон, какой захотите. Например, блестящий золотой. Именно так. Теперь приготовим для нашей студии Ага. детали интерьера. Например, маленький стол. Я беру вот этот кусок картона, который перед этим нашла в коробке с хлопьями. Кажется, у вас... возьмите мой, хорошо, О, большое Джулия, спасибо. держите. И теперь остается только отрезать лишнее по По линиям. линиям. Вот здесь, отлично. Итак, какое ваше любимое блюдо на лидеров день? Ой, тут даже думать не о чем. Правда? Я обожаю трикартофельный пирог. Три картофельный пирог? Это что такое? Ну, это когда фри обмазывают пюре и этим фаршируют печеный картофель. Только я так делаю. Не знаю, но звучит крахмально. Отлично, Джулия. Теперь вы складываете картон по линиям, и в итоге получится вот такая прямоугольная штучка. Поставим ее в центре на скотч, чтобы она не двигалась. А теперь нам нужен диван.
Вот что мы будем делать дальше. Возьмем для него этот бумажный стаканчик. Ой, я Вам все там. уронила. Все на Но пол. стаканчик вот, Меган. Отлично, фантастика. Ну, вздрогнем. Разрезать его посередине, по линии. Так. После этого срежьте немного с края, а потом еще с донышка. Просто отлично. Хорошо. Вот так. У вас получится что-то вроде этого. Смотрите, что я сделала. Прилепила немного фетра, и диван получился мягким и удобным. Конечно. У маленькой Меган должен быть удобный диван, Ну, правда? конечно. Иначе она позвонит маленькому агенту, и кого-то маленького уволят. Да. Итак, нам не хватает кое-чего, да, Джулия? Чего Не же? знаю, гостей получше. Ну, почти. Людей. Итак, чтобы сделать маленьких человечков, нам надо воткнуть шпажку в крышку от бутылки. Не хватает только лица. А у меня вот какое есть, знакомое. Это ж я. Сейчас прилепим. Немного сюда скотча. Да, что-то мне одиноко. Возьмем Робин и Патрика. Ту-ту-ту-ту-ту. И посадим на наш диванчик. Вот и отлично. А я устроюсь поудобнее где-нибудь. Вот. Вот тут, да. Все лица мы, разумеется, Чудесно. можем вырезать из наших любимых газет и журналов. У вас будут любые гости, какие захотите. Джулия, кого бы вы хотели увидеть в студии? О, да. Так, и я хочу сыграть в «Колесо правды» с Ронни из «Тепловой сыпи». Ясно. Так, это убери. Да. Он научит меня хореографии, а я его научу внешней политике. Вы можете украшать студию как захотите. Возможно, вы немного, не знаю, соскучились по ее прошлому интерьеру. Вот у нас есть синяя студия, а вот и совсем ретро-красная. Вот тут у Шила Квикстеп берет интервью. Простите, этого здесь быть не должно. Ах, бодрей! Ох, хитрить, меня еще слышно! А после перерыва на диване разговоров мы пообщаемся с вами. Просто жду не дождусь. Мы вернемся после рекламы. И снято. Что мы вообще делаем, Алекс? Вот вопрос. Это уже не журналистика, это позорище. Как я такое допустил? Мы никогда не были ближе. Все к же не величию. забыли. К счастью. Ты к идешь со здоровью. мной? Наша команда никогда не была сильнее. Но есть злодеи, Нам волноваться? У нас тут премьер-министр. И хорошо. Без нее бы сюда не послали охрану. А она нам нужна? Возможно. Они вернулись. Звучит как-то не очень. Знаю. Хорошо, что не твоя мамка, да? Но мы прекрасно видим их среди нас. Мы видим, как они сеют раздор, как они хотят разрушить наши жизни и все, чего мы добились. Они апеллируют к свободе слова, оправдывая свои преступления. Они говорят о традициях и истории, оправдывая свою жажду власти. Им не нужно равенство. Они ставят себя выше коллектива. В мире перебоя они будут решать за женщин, что им делать со своим телом. Они будут решать, какие отношения нормальные, а какие нет. Они будут эксплуатировать слабых ради прибыли. Они не хотят просвещать. Они хотят вешать. Они считают свое узколобое видение естественным. Одновременно, Колин? Полисуставно. Так, такого не бывает. Да ладно, у нас в семье все такие. Все идут либо в шапито, либо в домушники. Неудивительно. Ну и в бледильне, конечно. Оу, жесть. Тут у вас все в порядке? Ну, было бы, если бы вы перестали задавать подобные вопросы. Возможно, начнутся беспорядки, но ничего опасного. Если будет шумно, не тревожьтесь. Это не ваша забота, СБшники знают, что делают. Так что нам можно не бояться, когда начнется стрельба. Ладно, шоу продолжается и все такое. Стейски вперед! Господи, премьер-министр? О, нет, спасибо, Дженни. Титьки заряжены и готовы к бою. Внимание, 10 секунд. А это наш лучший кадр. И 5, 4, 3. И с вами снова вечернее шоу, где премьер-министр встретится с самыми суровыми критиками территорий. Всеми вами. Звоните нам по уже знакомым номерам, чтобы задать вопросы премьер-министру. Итак, нас набрал Хамфри из Humble Bumblebee. Чудное место, хочу жить там на пенсии. О, отличный выбор. Нас слышно, Хамфри? Нас слышно, Хамфри? Алло, Хамфри? Алло, Хамфри?
О, кажется, мы потеряли Хамфри. Мы постараемся связаться с ним снова, но пока что ответим на другой звонок. Кто следующий, Патрик? А следующая Мэнди из Ранминстра. Нет, туда мы на пенсию не поедем. Чего? Привет, вы дозвонились премьер-министру. Что хотите узнать? Премьер-министру, что хотите узнать? Алло? Алло? Мэнди? Мэнди? Что там не так, Дженни? Мы обычно не говорим с Дженни? персоналом. Связь не работает. О, позовите техников, пусть Мы они... не можем. Связь вообще не работает. Связь вообще не работает. Приносим извинения нашим зрителям. Похоже, у нас тут хулиганят техногремлины. Подождем, пока их протравят. И пока нам все чинят, Патрик вполне успеет задать пару вопросов, которые на неделе прислали наши зрители. Я, да? Да. Да, конечно, задам. Что ж, наш первый вопрос от Патриси, которая живет на Камера-авеню. Она очень хочет знать... Заприте дверь! Заприте, блядь! Крутите лицо! Запереть двери! Ты же Дженни! Иди сюда! Не бойся, Дженни, мы не навредим. Мы никому не причиним зла. Нам нужно не это, нам нужно только, чтобы мы были в эфире. Поняла? Делай свое дело, и никто не пострадает. Не бойся, Дженни. Не бойся, Дженни. Вы обе, на колени, сюда. Живо! Живо! Так, это тот самый диван для болтовни, да? Я не отвечаю на вопрос под прицелом, мистер Джеймс. Ой. А вы не под прицелом, премьер-министр? Вот они да. Нет, пожалуйста, не убивайте, пожалуйста. Это детали. Если думаете, что я собираюсь отвечать перед вами, отвечать то... вы не мне будете, Джулия. Двери заблокированы? Хорошо. Да. Хорошо. Порядок. Хорошо. Спасибо. Начинаем. Спасибо. Начинаем. Джереми? Джереми? Ну, привет. Почему ты не связался? Это было бы опасно для тебя. Прости. Эгоистичный же ты мудак. Да. Эгоистичный же ты мудак. Оставишь нас в эфире? Конечно. Конечно. Отпусти их, Алан. Сегодня никто не умрет. Сегодня никто не умрет. Спасибо. Привет. Извините, мы не знакомы. Я Патрик Беннон. Ты себя в этом убеждаешь? Ты себя в этом убеждаешь? Извини, что так вломился. Весьма уродливый декор. Согласна. Уступить твое место? Оно теперь твое. Твое место. Тебе идет? Оно теперь твое. Что ж, поговорим наконец. Что ж, поговорим. Охрана уже в пути, мистер Дональдсон. И вы это знаете. Тогда лучше не терять время, верно? Тогда лучше не терять время. Тогда не буду мешать. Нет. Тогда не буду мешать. Тебе лучше остаться. Для поддержки? Тебе лучше остаться. Для баланса. Для баланса. Добрый вечер. Я Джереми Дональдсон. И с вами снова вечерние новости. Со мной в студии два самых влиятельных человека не только в стране, но и на континенте. Давайте же откроем пару шкафов и увидим, какие нас ждут скелеты. Премьер-министр, давайте начнем с вас. Мне нечего скрывать. Не считая уже скрытого. Премьер-министр, что такое Нортендрон? Премьер-министр, что такое? Прошу прощения. Нортендрон используется для контрацепции. Но если вы не в курсе, то, может, расскажете нам об акробактерии ризобиум?
Я вообще не понимаю, о чем вы говорите, мистер Дональдсон. Что указывает на вашу невнимательность, премьер-министр? Это бактерии, используемые для генных модификаций. Следы того и другого есть во всех коробках с едой из пищеблока, как показали анализы. На всех территориях, к слову. На что именно вы намекаете? Ни на что, премьер-министр. Я просто озвучиваю факты. Господи. Я просто озвучиваю факты. Поэтому мы с Кейт никак не можем. А вы все обвиняли радиацию от ваших бомб. Да, Стейси, мы столько раз пытались. Премьер-министр, с едой что-то не так? Хорошо. Хотите правду? Думаете, с ней зрители будут спать по ночам? Тогда вот она. 6 лет назад, когда мы пришли к власти, мы получили доступ к реальной статистике. И она дала понять, мы обречены. Рост населения шел неконтролируемыми темпами. Через 50 лет мы бы остались без природных ресурсов, воевали бы за топливо, а потом за еду и чистую воду. Это было просто неизбежно. Мы были на грани вымирания. По плану мы бы потом отказались от контрацепции, и не было бы нежеланных детей. Шанс восстановить баланс, но что-то пошло не так на тестовом этапе. Природа вмешалась, и мы не... Я не хотела этого. И вы все замяли? И свалили бесплодие на бомбы? Ой, не надо читать мне морали, мистер Джеймс, у вас слишком грязные руки. Перебой делал то, что должно. Перебой не ответ. Вы только доведете всю нашу ситуацию до крайности. Ваши кошмарные идеи убьют всех. Это не я построил центры ухода. Ну да, а в ваши времена у людей даже не было основного права выбрать, как умереть. Вы настроили детей против родителей. Мы дали шанс молодежи выступить против жестокости по отношению к ним. И угадайте, что большая часть этого происходила внутри семей. А членские карты? Да что за детсад? Вы же нас просто стерилизовали. Я построила надежное будущее. Это чересчур. Не вам было решать. Но если не мне, то кому? Кто добровольно бы на это пошел? Не в этом ли суть проблемы? Вы не дали нам выбора. Вы решаете, что для нас лучше, а несогласных посылаете в улучшатор. Поэтому больше нет новостей. Выбора не осталось, так какой в них смысл? Нам нужны выборы. Выборы пока запрещены. Значит, время их разрешить. Если хотите продолжать, вам нужен мандат. А недовольные вами люди есть по всем территориям. Что ж, теперь о вас, мистер Джеймс. Да. Теперь о вас. Я хочу заверить вас, что хотя перебой иногда идет на крайние меры, в своей сути мы не жестокая Дженни. организация. Да, Джереми? Можешь поставить вот это, пожалуйста? Конечно, Джереми. С радостью. Это от лидеров перебоя? Типа да. Мистер Джеймс, прежде чем вы поспешно начнете свою избирательную кампанию, зрители бы хотели услышать от вас ответы на пару вопросов. Конечно. Когда мы получим власть, мы первым делом вернем свободу прессе. Правда очень важна. Больше никаких секретов. Как скажете. А от кого вы, кстати, получаете приказы? Извините? Ну, вы рупор перебоя. Но кто же говорит? Ты же знаешь, я не могу сказать, это слишком опасно. Не волнуйся. Я вот не волнуюсь. Понимаете, мы общались. Почти 5 лет назад, когда я был ведущим. Неделю назад мы виделись для обсуждения сегодняшних действий. Думаю, они хотели убедиться, что я не отступлю от сценария. И в этот раз я взял скрытую камеру. Хотите узнать то, что мы обсуждали? Нет, не хотим. Она их всех арестует, к утру они будут мертвы. К счастью, решаю не я. Решает Алекс за пультом. Какой экран, Дженни? 4. Нет, нельзя. Мои люди тебя остановят, вырубят ваши пульты. А мои люди сделают все, чтобы запись мистера Дональдсона была в эфире, как и должно. Ведь моя охрана уже скоро будет здесь, и для всех вас это добром не кончится. К показу готовы. Спасибо, Дженни.
Алекс, покажешь это, и будут последствия. Если нет, тоже. Решать тебе. Алекс, мы зашли далеко. Не оступись на последней ступеньке. Если... Ох, хорошо, что не мне выбирать. Все наши труды, все эти наши годы перебоя, все это будет зря. Прошу, не ставь запись. Не ставь запись. Алекс не включил. Серьезно? Все уже отрубили. Мы жизнями рисковали, чтобы сюда попасть. Я разнес премьер-министра. Что сложно нажать кнопку? И вот это вы так и не поняли, мистер Дональдсон. Не надо жать кнопку ради кнопки. А если под рукой пистолет, то его не обязательно хватать. Но вам нужно нажать кнопку, нужно распутать клубок. Вот ваша ошибка. Это не ошибка, это его достоинство. Не все истории надо рассказать, Джереми. Мы обязаны рассказать правду. Но прав-то много. Я террорист. Я борец за свободу. Я безумный фанатик. Я та, что убила миллионы. Я та, что спасла миллиарды. И все это правда. Но эта программа, да и остальные такие же, они выбирают свою правду. И слова для этой правды. Без молчаливой поддержки этого канала дело мистера Джеймса не достигло бы того, что мы видели сегодня. Мы не поддерживаем ни мистера Джеймса, ни его организацию. Питер ненавидел то, как вы искажали факты и показывали, что хотели, потому и спивался. Показ этих частных разговоров — это просто преданное доверие. И тебе не хочется знать, что они говорят о тебе, Аллан. Приватность — это приватность. Захотят — сами скажут. Когда будет безопасно раскрыть себя, они это сделают. Вот что такое свобода. Ваша жизнь. Ваш выбор. Этого хочет перебой. Свобода. Но не свобода от последствий. Так не взрастить новое. Мы станем бесплодны. Как социум, который она создала. Тебе место в тюрьме. Ну и вам тогда тоже, мистер Джеймс. На территориях пройдут выборы. Через 12 недель с этого момента. Я считаю, что если люди немного подумают, то осознают, что получили и почему потеряли то, что пришлось потерять. Вы больная? Вы случайно стерилизовали 4 из 5 человек. Вам повезет, если вам еще хоть раз что-то доверят. Так, ладно. Мы уже начали ходить кругами. И если быстро не закончим, наш босс всех уволит. Так что выборы обещаны весной. А значит, история этой нации еще не окончена. По крайней мере, теперь есть надежда, что она будет определяться словами, а не пулями. Конечно, нас ждут обвинения и требования мести и наказания. Но хватит ненависти. Нам нужны правда и примирение. Надеюсь, мы этого достигнем. И выслушав каждого, мы решим. Все мы. Каждый из нас. Что-нибудь добавишь, Джереми? Ты вроде все сказал. Попрощаемся. А знаешь, с удовольствием. Да, согласна. Я Меган Вулф. А я Джереми Дональдсон. И от всей команды вечерних новостей желаю... Сделаем завтра лучше. И снято. Я позвоню Боузману с утра. Будет любопытно. Его дочь только что родила нежизнеспособного. Ты пойдешь с нами? Оказывается, мы свободны. Идите. Станешь частью штаба нашей компании. Я не буду голосовать ни за вас, мистер Джеймс, ни за нее. Может, буду выдвигаться сам. Ха. И 5 минут не протянешь. Ты слишком честен для политики. Официальная форма тогда была не везде. Я искала, что подчеркнет мои округлившиеся прелести. Спасибо, что и не скрою, разрешила рыдал. Мой выбор испортить твое отстойное шоу. Есть у меня подозрение, что этот формат долго не задержится. Особенно, когда Боузман увидит рейтинги. Кто знает, может, нам даже дадут делать настоящие новости. Чудеса случаются. Рассказ о моем детстве. Ведь в новом будущем не должно быть. Но больше без фокусов, ладно? Есть список гостей, записывайся в него. Запомни и делай, спасибо, пожалуйста. Утащила моего лучшего друга в кабриолет, подаренный ей на Пасху. Похоже, Я тебе даже было не весело. догадывалась, как сложно Я выжить скучал по бедной этому. студентке И даже среди не знал, праздных насколько. богачей.
Пойдем поедим? Давай. И я хочу знать о всех твоих неудачных свиданках за 5 лет. Имена, ожидания, преступления. Одного ужина тут не хватит. Ну и ладно, мне делать нечего, а ты хорошо зарабатываешь. Кошмар. Всего 15 минут до важнейшего выступления в моей карьере, а я посадила пятно на свои брюки. Нервная тошнота сжала меня в объятиях, прямо как Гарри, когда я разрешила им... Take a little time with your thoughts now. Maybe think before you take up that cause now. Don't end up with remorse now. Take a little time. Take a little time to talk with your friends now. Your honorable means may have violent ends now. That's how the tyrant ascends now. But they will lie and lie and lie. They will leave you when you cry. They will bleed you till you're dry. And you will never once ask why. Make a little peace. Make a little peace with yourself now. Lay your knowledge out on the shelf now. Make a new decision using something else now. Take a little look. Take a look behind the gold curtain. See if the beliefs you hold certain don't make you a horrible person. But they will lie and lie and lie. They will leave you when you cry. They will bleed you
Охватила предвыборная лихорадка. Выборная лихорадка. Эксперты на завтра предсказывают рекордную явку по всем избирательным участкам впервые за 8 лет. Но хотя гонка почти завершилась, ее итоги еще не очевидны. Согласно социологическим опросам, ни одна партия не сможет получить абсолютное большинство. Пусть практически неизбежная коалиция многих и разочарует, но, может, после стольких лет разногласий нам всем не помешает немного спокойствия? Мы обсудим это с политическим аналитиком Лизой Эндрюс, после чего нас ждет Робин с прямым эфиром из столичного избирательного участка. Все это сегодня в наших вечерних новостях. Охватила предвыборная лихорадка. Эксперты на завтра предсказывают рекордную явку по всем избирательным участкам впервые за 8 лет. Но хотя гонка почти завершилась, ее итоги еще не очевидны. Согласно социологическим опросам, ни одна партия не сможет получить абсолютное большинство. Пусть практически неизбежная коалиция многих и разочарует, но, может, после стольких лет разногласий нам всем не помешает немного спокойствия? Мы обсудим это с политическим аналитиком Лизой Эндрюс, после чего нас ждет Робин с прямым эфиром из столичного избирательного участка. Все это сегодня в наших вечерних новостях. И Джереми Дональдсон. Главные темы дня. Папуля! И в каждом человеке здесь живет Джейза.